Нефтяные танкеры сверхдержавы разваливаются от обычной штормовой волны. Кадыровцев снова унижают и расстреливают свои же, а союзники внезапно становятся противниками. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости этого воскресенья. Атака на кадыровцев и расстреливающие друг друга оккупанты. Что происходит? Беларусь войдет в состав РФ, о чем говорит неожиданное и резкое заявление заместителя председателя Совбеза России. В случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Референдум, в результате которого жители Могилевской или Витебской области поменяют свое волеизъявление и скажут, что они хотят жить в России. Вместо мира Третья мировая. Опубликованы закрытые карты возможного развития событий уже в ближайшее время. Тела 12 человек найдены в ресторане на популярном горнолыжном курорте. НЛО в небе над США пугает весь мир. И другие неожиданные и загадочные новости. Это и многое другое прямо сейчас на канале Нехта Лайв. Украина второй раз за 3 дня ударила по базам силовиков в столице Чечни. Целями атак стали база ОМОНа, казармы спецполка полиции и военная база, откуда отправляют бойцов на войну. Атаки на Грозный произвели крупногабаритные дроны камикадзе украинского производства Е-300 Enterprise. Это беспилотники, способные пролетать более 3000 километров. Глава республики Рамзан Кадыров после атаки 12 декабря заявлял о готовности отправить на фронт 84 тысячи бойцов по первому же приказу. Правда, видимо, приказ пока так и не получил. При этом войска Кадырова и без того несут потери. Их атакуют не только беспилотники, но и дружественные северокорейские войска. Из-за языкового барьера те то и дело устраивают огонь по своим, чтобы чужие боялись. Из-за указанной проблемы северокорейские солдаты открыли дружеский огонь по автомобильной технике так называемого батальона «Ахмат». Результат – 8 убитых кадыровцев. А вот сам Кадыров, похоже, занят совсем другими проблемами. Он объявил войну салонам красоты, обвинив их в развращении людей. Салоны красоты закидывают фотографии, где девушки-модели демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно. А еще в Чечне открылась первая раздельная аптека для мужчин и женщин. В ближайшее время появится еще 15 таких. Так что, хоть борьба идет по всем фронтам, успехи пока есть только в битвах за нравственность. Россияне продолжают атаковать мирных. Минувшей ночью оккупанты запустили по Украине зенитную ракету С-300, а также более 100 дронов типа «Шахед». Из них ВСУ сбили 56. Обломки повредили инфраструктуру, дома и автомобили. В Николаеве ранены 2 человека. Повреждения зафиксированы также в Днепропетровской области. 49 беспилотников не достигли целей. 3 вернулись в Россию. Да не с пустыми руками, а с украинскими дронами. За ночь над регионами РФ сбили 15 украинских БПЛА, 13 из них над акваторией Черного моря, заявили в Минобороны РФ. О том, сколько сбито не было, равно как и об атаке на Чечню, ведомство не уточнило. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в следующем году у России есть основания рассчитывать на победу, а также анонсировал возможное появление новых регионов в составе страны. И это он, кажется, не о Курской области. Будем заниматься этим в рамках народной программы, в которую включен раздел развития новых регионов. Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше. В случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно. О каких регионах речь и кому стоит напрячься уже сейчас, поговорили с белорусским политологом Анатолием Котовым. Речь идет, конечно, в первую очередь про Украину, про их желание развивать наступление. Это говорит о том, что нет никакого желания заключить реальный мир. Надо понимать, что под прицелом Кремля не только регионы Украины, Абхазия, если мы говорим про Грузию, Приднестровье, если мы говорим про Молдову, они могут быть предметом более активных притязаний. Здесь точно не стоит расслабляться, пока
на словах ближайшему союзнику, то бишь Лукашенко, но и, к сожалению, вместе с ним всей Беларуси. Не стоит сбрасывать со счетов возможность проведения какого-нибудь референдума, в результате которого жители Могилевской или Витебской области поменяют свое волеизъявление и скажут, что они хотят жить в России. Особенно, я бы сказал, что возможность таких сценариев, она будет усиливаться, нарастать по мере того, как Лукашенко будет приглашать все больше и больше российских военных в Беларусь. То есть орешник, к которому сейчас так радуется Лукашенко, он придет не сам, он придет с российскими военными базами и может сыграть с ним злую шутку. Интересно, что даже пророссийская и никем не признанная Абхазия в 2022-м заявляла, что не желает вступать в состав РФ. Забавно звучит и заявление Медведева про готовность трезвых сил Запада к диалогу. Осталось, похоже, только с этой стороны силы трезвой накопить. Но с этим уже немного сложнее. Что касается возможной победы РФ, то она обойдется США в 7 раз дороже, чем поддержка Украины, считает экс-заместитель министра обороны США Элейн Макаскер. Сейчас, оказывая помощь Киеву, Соединенные Штаты не дают России напрямую угрожать Восточной и Центральной Европе, что, несомненно, потребовало бы еще больших американских ресурсов. На самом деле, Вашингтон, возможно, сдерживает прямую войну между НАТО и Москвой, в которой пришлось бы участвовать американским войскам. Поражение Украины потребует от США расходов на оборону в 808 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет, утверждает бывшая чиновница Пентагона. А что бы вы сказали тем американским политикам, которые не хотят поддерживать Украину? Напишите в комментариях. Вместо мира может быть Третья мировая, и она уже не за горами, считают эксперты американского журнала Newsweek. Издание опубликовало карты вероятного развития событий в этом конфликте. По мнению американских военных аналитиков, российские войска в первую очередь могут попытаться вторгнуться на территорию самых молодых членов НАТО – Швеции и Финляндии, а также 3 постсоветских стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. Как и прежде, зоной особой угрозы и колыбелью вероятной войны эксперты считают так называемый Сувалкский коридор – территорию между северо-западом Беларуси и Российской Калининградской областью. Поскольку она является анклавом и особенно уязвима, у российских военных будет велик соблазн обеспечить туда сухопутный коридор, причем сделано это будет в первую очередь. Также, считают американские аналитики, под угрозой первоочередного вовлечения в глобальный конфликт находятся Молдова и Грузия, которые пока не являются членами НАТО. Публикации карт и констатации фактов страны Запада не ограничиваются, они предпринимают конкретные оборонительные меры. Так, Литва, Латвия и Эстония недавно подписали соглашение об усилении границ с Россией и Беларусью, а в немецком городе Росток открылся новый центр командования оперативной группы НАТО «Балтийское море». Российские оккупанты украинского Крыма рискуют не только остаться без нефтепродуктов, но и устроить экологическую катастрофу в Черном море. Там потерпели бедствие сразу 2 танкера – «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239». Информацию уже официально подтвердили в МЧС. По данным спасателей, суда сверхдержавы пробиты мощными волнами. Основной причиной называется не их никудышнее техническое состояние, а погода. В регионе действительно наблюдается шторм. Передо мной, я не знаю. Нет, не 41-й, какая, 239-й, что ли? Да, все, 41-й, да. Первый сигнал СОС поступил с борта танкера «Волга-нефть-212». Сегодня утром экипаж сообщил на берег, что на корабле находится 13 человек и 4300 тонн мазута, который может вылиться в акваторию Черного моря. До Керченского пролива от места ЧП примерно 8 километров. Второй танкер «Волга-нефть-239» находится непосредственно в Керченском проливе. Эти выходные отметили чрезвычайно большим количеством трагедий, и кратко на каждой из них. Ребят, а что здесь такое? Здесь кто-то кого-то прибил, что ли? На грузинском горнолыжном курорте Гудаури в ресторане нашли тела 12 человек. Полиция предположила, что это несчастный случай. На телах нет признаков насилия, их уже отправили на экспертизу. Внутри помещения нашли генератор, который работал после отключения электричества. Силовики завели дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
7 погибших и 3 пострадавших в результате крупного ДТП под Львовом. Утром в селе Чижиков на трассе Львов-Тернополь столкнулись БМВ, грузовик Даффи, микроавтобус Мерседес Спринтер. По данным полиции, виновником стал 23-летний водитель БМВ, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу. После столкновения с грузовиком тот врезался в микроавтобус. Водитель БМВ попытался скрыться, но его задержала полиция, назначена экспертиза. Смертельное ДТП произошло также в Аршанском районе в Беларуси. Погибли 2 несовершеннолетние девушки. 20-летний водитель Volkswagen, по предварительной информации, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет. 2 девушки 14 и 17 лет погибли. Водители и еще 2 пассажирки с травмами доставлены в больницу. Кроме этого, 2 человека погибли в лобовом ДТП на Минщине. Будьте аккуратны на дорогах. 20 пострадавших, из них 2 в реанимации в результате крупного пожара в торговом центре Витебска 13 декабря. Его тушили несколько часов. Сегодня было возбуждено уголовное дело. Стрельба на севере Франции возле лагеря для беженцев в районе Лун-Пляж и Вормхаут. Жертвами стали 5, 2 агентов безопасности, патрулировавших территорию, и 3 мигрантов. После убийств стрелок сам сдался жандармерии, его задержали. Мотивы преступления пока неизвестны. Основатель испанского бренда «Манго» Исаак Андик погиб во время похода с семьей на горе Монсеррат. 71-летний миллиардер сорвался с высоты более 100 метров. Андик обожал активный отдых, путешествия и даже совершал кругосветку. Он был одним из самых богатых людей Испании. Его состояние оценивалось в 4,3 миллиарда долларов. Магазины «Манго» работают в 120 странах мира. В Днепре задержали подозреваемого в теракте у здания местного ТЦК. Ему грозит пожизненное заключение. Задержанным оказался ранее судимый 37-летний житель области. Полиция заявила, что по предварительной информации он мог действовать в интересах российских спецслужб. Напомним, на фоне учащения диверсий против украинских силовиков в субботу произошел взрыв возле территориального центра комплектования и социальной поддержки в центре Днепра. В результате происшествия погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения, среди которых 2 полицейских. Пострадавшие сейчас находятся в больнице, медики борются за их жизнь. Импичмент у президента быть. Такое решение принял парламент Южной Кореи, постановивший досрочно снять с должности президента Юн Сок Йоля, который ради сохранения личной власти необоснованно пытался ввести в стране чрезвычайное положение. Идею поддержали 204 из 300 депутатов Национального собрания. И его могло бы не быть, поскольку для принятия требовалось 200 голосов из 300, а оппозиционные партии, запустившие процедуру, имеют лишь 192 места в парламенте. Помощь пришла откуда не ждали. Как минимум 8 членов провластной фракции «Сила народа» присоединились к оппозиции и решили отправить своего собственного лидера на помойку истории. Не только пример Сирии показывает, даже при нарисованной 90% поддержке на выборах. Как только начинает шататься трон, даже самые горячие сторонники с удовольствием подставляют плечо противникам. В следующем выпуске мы расскажем, у каких еще друзей Путина, кроме сирийского диктатора, внезапно возникли проблемы. Не пропустите. What is this? Как гром среди ясного неба, на головы американцев пока еще не свалилась очередная проблема. Там все чаще стали замечать в небе неопознанные летающие аппараты. Из-за одного из них даже пришлось на целый час закрывать аэропорт в штате Нью-Йорк. А в штате Нью-Джерси очевидцы смогли заснять на видео летевший в небе светящийся энергетический шар. Некоторые высказывают предположение о нашествии шаровых молний, а американские военные считают, что речь идет о неопознанных беспилотниках. А как вы думаете, что происходит в небе над США? Напишите свое мнение в комментариях. А на эту минуту у меня все. Актуальная информация в наших телеграм-каналах, а поддержать развитие YouTube-ресурсов Нехта можно по ссылкам в описании. Активность в комментариях, пальцы вверх, распространение наших роликов продвигают их среди других пользователей. Так еще больше людей узнают правду. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.